Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Пирожки мои самые ходовые. Я их готовлю часто, еще со школы. Рецепт очень хороший, легкий. Тесто подойдет не только для пирогов, но и для пиццы. Но сегодня у нас пирожки с капустой. Обо всем по порядку, давайте скорее начнем. Так как тесто быстрое, то логичнее начать с начинки. 500 граммов капусты нашинкованной тонко и не очень длинно. Заливаем кипятком на несколько минут. Тем временем разогреваем растительное масло, в котором на одной стороне сковороды будем обжаривать лук 100 граммов, нарезанный кубиками, а на другой 150 граммов моркови на крупной терке. Таким образом мы сократим время обжарки, но при этом лук качественно обжарится, ему не будет мешать сок от моркови. Теперь можно все смешивать. С помощью шумовки достаем капусту из воды, она еще горячая. И ничего страшного, что немного воды попадет вместе с ней на сковороду. Капуста уже, кстати, лишилась горечи и стала мягче, соответственно, начинка будет готова намного быстрее. Сразу капусту солим по вкусу, добавляем черный молотый перец, перемешиваем и тушим овощи до нужной мягкости. У меня на это ушло около 10 минут. Для вкуса, кислоты и цвета добавляем 1 столовую ложку томатной пасты. Распределим ее, тщательно перемешивая начинку. Еще минуту и готово. Готовые начинки даем остыть до теплого состояния. Можно готовить тесто. Для этого 200 мл теплого молока, 10 граммов сухих дрожжей и 15 граммов сахара размешиваем до полного растворения всех крупинок, это очень важно. И только после этого вливаем 200 мл теплого растопленного сливочного масла. Можете использовать маргарин качественный. Могу заметить, что тесто будет ничуть не хуже. Высыпаем 9 граммов соли и теперь следом мука. Добавляем ее ровно столько, чтобы собрать тесто. Несмотря на то, что тесто дрожжевое, уже через 20 минут можно из него лепить пирожки. И они точно получатся вкусные, мягкие, пышные. Кстати, вымешивать такое тесто одно удовольствие, так как оно совсем не липкое, мягкое, приятное в работе. Обычно у меня на это количество продуктов уходит до 500 граммов муки. Тесто вымешано. Накрываем его и забываем на 20 минут. Даже за 20 минут тесто успеет слегка подняться. Немного его присыпаем мукой и, не обминая, сразу разделим на 12 частей. По 75 граммов вышел каждый кусочек. Разделили и сразу можно раскатывать. В середину начинку, столовую ложку с горкой, с приличной, лепим пирожок. Так как тесто сдобное содержит масло, то швы надежнее скреплять нужно. Приспариваем с каждой стороны, и такой шов точно не разойдется, хотя он и должен быть снизу. Смешиваем яичный желток и немного молока. Хорошо смазываем пирожки сверху, можно даже дважды пройтись. И все сразу выпекаем уже в горячей духовке, температура выпечки 200 градусов, время выпечки 20 минут. Уже слышу, как пахнут наши пирожки. Жаль, мне вам не передать этот аромат через экран. Тесто заметно поднялось, пахнет сдобой. И только посмотрите, какие они мягкие и нежные. А какие вкусные, советую вам попробовать. Готовьте с удовольствием, пока!